Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее мое видео о славном городе Верден. Это уже мое второе видео об этом городе, но сегодня я более подробно расскажу об исторических местах и музеях периода Первой мировой войны. Остановлюсь на битве при Вердене, которую еще называют Верденской мясорубкой. О самом городе Верден более подробно я рассказывала в своем первом видео, а сегодня лишь хочу добавить, что боевая слава города, его исторические памятники, исторические места, музеи, форты и сам укрепрайон привлекают ежегодно более 200 тысяч туристов. В самом начале вкратце расскажу о той ситуации, которая сложилась на фронте в 1916 году. Первая мировая война была развязана Австро-Венгрией, Германией, Италией за передел мира, колоний и сфер влияния. В планах Германии было захватить Францию и сделать ее колонией. Но на пути к Парижу стоял город Верден. Верденская операция началась немецкими войсками 21 февраля 1916 года. После массированной 10-часовой артиллерийской атаки немцы перешли в наступление. Однако встретили упорное сопротивление французов. К 25 февраля немцам удалось захватить практически все форты, включая форт Дуамон. Однако французы не сдавались. Французское командование дополнительно перебросило на этот участок 190 тысяч солдат, и благодаря этому наступление немецких войск было остановлено. Еще в этой ситуации немаловажную роль сыграла помощь Антанты. И только 24 октября 1916 года французы перешли в наступление и отбили прежние свои позиции, отбросив противника на 2000 километров от форта Дуамон. В ходе жестоких боев центр города Верден был практически разрушен. И это случилось потому, что уже в то время немецкие артиллерийские установки имели дальность стрельбы до 15 километров. Чтобы посмотреть форт, я отправилась на велосипеде со своими приятелями. Вот так выглядит сейчас местность в районе форта Дуамон. До сих пор земля носит следы кровопролитных боев. В районе форта можно было увидеть окопы, дзоты, колючую проволоку. Да и сам форт является одним из лучших музеев Первой мировой войны во Франции. Также недалеко от крепости находится Дуамонский мемориал в память о битве. Внутри мемориала находится осусарий, склеп останков 130 тысяч французских и немецких солдат, которых не удалось идентифицировать. Еще один исторический памятник, который необходимо в Вердене посетить, это цитадель. Город всегда имел стратегическое значение, поэтому в XVI веке средневековые укрепления были модернизированы, а во время Первой мировой войны цитадель превратилась в подземный город и стала укрытием для государственных служб. Я посетила музей «Цитадель», и точно так же, как Дуамонский мемориал, этот музей меня действительно впечатлил. В сочетании с привычными артефактами
Здесь применяются мультимедиа и голографические показы. Я расскажу об этой экскурсии и о своих впечатлениях более подробно. В начале экскурсии нам выдали специальные шлемы, которые включали в себя наушники и экран для видеоинсталляций. Затем нас посадили в вагонетки, и мы начали движение по лабиринтам цитадели. Глядя на экран, на стенах цитадели мы то и дело видели солдат, генералов, участников битвы. Мы могли наблюдать, как был обустроен быт внутри цитадели в то время. Мы видели, как были обустроены кухня, столовая, казарма и другие служебные помещения. Еще нам были показаны короткие постановочные видеофильмы из жизни солдат со звуковым сопровождением на французском языке, но можно было выбрать сопровождение и на английском языке. Нужно добавить, что снимать камерой мне было не очень легко, потому что на голове у меня был шлем с экраном. К тому же в самой цитадели было довольно холодно и сыро, но самые интересные моменты мне снять удалось. И все-таки, несмотря на мои старания, видео не сможет передать всего того, что увидели мы в данной экскурсии. Поэтому я бы рекомендовала всем, кто находится во Франции, посетить экскурсию, потому что этот музей считается одним из лучших во Франции. История города Верден – это история стойкости французского народа, который не позволил немецким захватническим планам осуществиться в Первую мировую войну. К сожалению, история ничему не учит, и события повторяются. И сейчас украинский народ, благодаря своему мужеству и героизму, срывает захватнические планы России. Во время битвы при Вердене французский генерал Нивель произнес легендарную фразу «Он не паспа», которая позже преобразовалась в «Но пасаран» – «Они не пройдут». Эта фраза актуальна и сегодня. Так украинские воины говорят про россиян и всеми силами удерживают свои позиции. И нет сомнений в том, что украинский народ точно так же, как и французский, отстоит свои территории. В 1984 году под Верденом встретились руководители Франции и Германии Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. Они встретились, чтобы почтить память жертв Первой мировой войны и стать дружественными странами. Именно они сделали очень много для образования Евросоюза. Я буду заканчивать свой видеорассказ и хочу пожелать всем мира и дружбы между всеми народами нашей планеты. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на мой канал. С вами была Светлана. До новых встреч!